Всем привет! На связи компания PandaWay. Друзья, по вашим просьбам, вот мы и добрались до компании Geometria, суббренд компании Geely, или как в России называют Geely. И хотим вам предоставить на обзор автомобиль Geometria C. Поехали! Чем интересен этот автомобиль? Это, пожалуй, единственный автомобиль, который за свои деньги имеет богатый функционал, мощный двигатель и огромный запас хода. 550 километров на одном заряде. Интересно? Продолжаем. Решетки радиатора, как может показаться на первый взгляд, здесь нету, но на самом деле она есть. Она вот здесь. Установлена снизу. И сейчас здесь у нас белый цвет – это бюджетный вариант. В бюджетном варианте за фальш-решеткой радиатора нету заслонок. В максималке здесь установлены заслонки, которые работают в автоматическом режиме. И при необходимости они закрываются или открываются. Спереди установлены матричные фары, которые имеют 80 светодиодов. Это у нас габаритки, ближний свет и дальний свет. И есть поворотник, который отображается так красиво очень на всю длину фары. Повторители поворотников имеются в зеркалах. Классика. Сзади 216 светодиодов. Это у нас габаритки, тормоз, дублирующий здесь, задний ход и линия поворотника, которая опять же проходит через всю фару. Выглядит просто космос. Длина автомобиля 4,43, ширина 1,83 м, высота 1,56 м. Колесная база 2,7 метра. Весит эта красоточка 1545 килограмм в базе и 1665 килограмм в максималке. Колеса в этом автомобиле в базе 16-дюймовые, в максималке 18-дюймовые. Но, как интересно подметил наш друг Антон, есть еще здесь средняя комплектация 17-дюймовая. Так вот, у 17-дюймовой модели клиренс на 2 сантиметра выше. С чем связано, неизвестно, потому что заявленный клиренс 14 сантиметров как в базе, так в максималке, так и в средней комплектации. Возможно, это зависит от батареи, от размера батареи и все прочее. Корпус автомобиля выполнен из оцинкованной стали, но некоторые элементы выполнены из алюминия, такие как рычаги и крепеж контроллера электромотора. В максимальной комплектации есть система 360 градусов. Для этого у нас есть 4 камеры спереди, сзади и по одной в зеркалах. В максимальной комплектации, ребята, есть автопилот. Я чуть позже вам озвучу цену, и вы будете в небольшом шоке. В автомобиле имеется автопилот. В эту систему входит радар, который контролирует дистанцию до ближайших автомобилей, который, в принципе, входит в систему адаптивного круиз-контроля. И есть блок непосредственно самого автопилота. Здесь есть камера слежения за полосой и есть система улавливания знаков ограничения скорости. Мы проверили, функция очень интересная. Угу. Я просто, знаешь, сейчас... Смотри, как отображает, видишь, поворот. Задний показывает даже, где радиус. Для многих удобно будет, потому что цепляют, бывает, задним бампером. Ты же, да? Призрак. Призрак, да. Ну ладно, давай, покажи нам. О, да. На протяжении всего времени шлифует, ничего себе. Слушай, хорошо она газанула так. Хорошо. Autopilot, Синзай. Сейчас у нас включен автопилот. Ага. Тормозит сама. Одним движением он включил, активировал опять ее. Это, кстати, очень хорошо, что ты в пробке можешь его активировать. Супер. Угу. Все, и поехали. Сами. Да. Ага. Блин, вот когда машина у тебя в пробке сама едет, это просто волшебно. Да. Тач отзывчивый, хороший. Смотри, карта даже быстро тоже работает, в принципе. И смотри,
при повороте, как ты любишь, включается Да. камера 360 градусов. Ну, я считаю, эта информация, она не повредит. Сразу небольшой минус. Отсутствие газовых упоров, да? Автомобиль недорогой, но и не дешевый. За такие деньги можно было поставить газовые упоры, мне кажется. Ну и сразу, раз мы уже заглянули под капот, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь, в отличие от других китайских электромобилей, ничего не закрыто. У владельца есть полный доступ. Замена жидкости, тормозной жидкости, замена омывайки, доступ к аккумулятору, доступ к охлаждающей жидкости. Сразу хотелось бы подметить минус. Отсутствие шумоизоляции. Как мы уже заметили, на многих китайских электромобилях она очень важна. В автомобиле во всех комплектациях присутствует один электромотор, а именно передний. Передний привод 150 киловатт, 310 ньютон-метров крутящего момента. С таким двигателем, ребята, расход автомобиля составляет 13,9 киловатт-часов на 100 километров. Если это приравнять, если это сравнить с расходом топлива, примерно получается 1,57 литра на 100 километров. 1,5 литра на 100 километров. Огонь, да? Батарейка в базе установлена емкостью 53 киловатт-час, в максималке 70 киловатт-час. База проезжает на одном заряде 400 километров, максималка 550. Разгон до сотни у базы 6,9 секунд, в максималке 7 секунд. Интересно, да, почему? А потому что база легче максималки, а движок у них одинаковый. С левой стороны, с задней части, имеется разъем стандартной зарядки медленным током. При помощи данного разъема автомобиль заряжается с 0 до сотни за 8,5 часов базовая комплектация и за 11 часов максималка. Лючок быстрой зарядки автомобиля находится справа в передней части автомобиля. Как по мне, это очень удобное решение, потому что подъезд к зарядкам всегда проще сделать передом. С помощью данного типа зарядки вы заряжаете автомобиль с 30% до 80% за полчаса в базе и за 40 минут в максималке. Багажник, как в базе, так и в максималке, открывается только кнопкой. Автоматического открытия здесь, к сожалению, нету. Вместимость багажника 1 Антоха. Или 340 литров в сложном состоянии. А в разложенном 1150 литров. К сожалению, ровного пола здесь нету. Что касается ниш. Ниши здесь огромные, ребят. Причем состоят из двух половинок. Но если эту нишу мы убираем отсюда, то здесь получается вот такая огромная яма, в которую вполне помещается полноценная запаска. Пороги, к сожалению, не закрытые. То есть ваши ножки, ваши брюки не останутся чистыми. Давай с нуля включения, да, как происходит? Да, давай. Выключим полностью ее. Первый запуск, да? Нажимаем Да. кнопку старт. Активировался экран. Угу. Система не активировалась еще. Выжимаешь. Выжимаем тормоз. Да. И еще раз старт нажимаем. Все. Активировали систему. И далее на драйв. Поехали. Кстати, смотри. Мы выехали. Ручки. Открыты ручки. Проезжаем. Вот ручки закрылись. Все. А, это блокировка произошла. Да. Центральный замок закрылся. Да. Ручки утопились. Обзор очень плохой. Вот зеркала маленькие, да. Нет, не Нет? зеркала. Именно Форма? стойки плюс зеркала. Они закрывают прям очень большую зону мне здесь. Руль маленький. Как Неджи? Размер маленький, прям вообще он какой-то То есть для такой игрушечный. Для такой большой машины, казалось бы, да? Да. То есть Проекция, слушай, нравится мне проекция. Она прям такая яркая, четкая. Ого. Слушай, я слегка прям нажал. это Нас в режиме спорт.
Я тебе про что и говорю. Сейчас что- спорт у нас стоит? Да, это я тебе включил режим спортивный. А, так это ты мне, значит, подкозлил. Да. Слушай, ну блин, так резину не напасешься. Вообще. У меня Ливан вообще не пробуксовывает. В любом режиме. Даже спорт. Так, ну что, спорт-режим, Ну да? давай. По исходу. Может быть. Блин, смотри, как она буксует. Сцепление очень плохое с дорогой. И в режиме Эко Плюс попробуешь ты уйти с места. Какая будет разница? Эко плюс это у нас самый экономичный режим, да? Угу. О, вообще. Так, это был Эко Плюс, ты нажал, она практически не поехала. Да. То есть Разгон совершенно. нормальный дедушкин Такой. режим такой хороший. Дедушкин режим, да. Городской Городской спокойный режим. Штрафы не ловить, Да. никого не подрезать. Давай в Эко Обычное посмотрим. эко. Эть. Ну, уже Затуп повесили. есть у меня, слушай, затуп. Затуп есть, да? Да, то есть я нажимаю полностью педаль в пол, и какая-то прям такая вот двухсекундная пауза. То же самое было в эко плюс режиме. О, ямки, давай, побольше. О, Надо было побыстрее. ну нормальная подвеска. Мягонько, хорошо, да, она идет. Кстати, насчет шумки. Да и шумка нормальная. Нормально, хорошая. Так, активировали автопилот лепестком вверх. Все, вот он сейчас едет. Едет сам. Удерживает дистанцию, да, у нас. Вот сейчас начинает сам оттормаживаться. Так. Тормозим. Он только рулем еще. Все. Сам остановился. Хорошо. Хорошо, да. Есть здесь 3 режима дистанции. То есть тут не в метрах. У меня в Ливане можно метры переключать. Там, Мгм. С 1 до 8. Здесь получается, вот переключаешь 3 режима дистанции. Да, 1, 2, 3. Включаются они. Опа, поехали. Ага. Смотри, он сам не поехал, кстати. А выключено может быть, потому что там тыкал туда-сюда. Она была активная. При скорости сколько это было? 40 ты ехал? Пробуксовка идет, да. Пробуксовка все равно идет и идет и идет. Мне кажется, резина плохая. Давай, да, вот спросим у ребят. Ребят, кто знает, в чем причина, почему машина пробуксовывает даже при скорости 60 км в час? Что это? Ну, давай, это, топнем 50. вот. Это плохая резина или это чересчур большой крутящий момент? Или, ну, здесь, в принципе, он не очень большой крутящий момент. 310. У Jack AEV S4 330. 30. И там нету такой, да? Часто пробуксовки. Все это интересно, но истинная изюминка этого автомобиля – это салон. Интересно? Тогда не переключаемся. GKUI. Что бы это значило, неизвестно. Еще разок. Подгрузка, смотри, как долго идет, а? Эко. Система загружается. Итак, ребят, что мы здесь видим? 2 монитора. Один вспомогательный для водителя, маленький 5-дюймовый экранчик, на котором мы видим отображение запаса хода, скорость и какие-то уведомления технического характера. И большой центральный дисплей 12,3 дюйма. Здесь у нас есть мультимедиа. Здесь есть расход батарейки и запас хода. Здесь есть навигация. И есть карта погоды. Остальное – настройки системы. К сожалению, язык только китайский. Но менеджер пообещал, что он скажет производителям, что они были неправы. И они поставят сюда английский язык. Возможно. Далее, ребята, снизу под центральным монитором есть физические кнопки. Это управление кондиционером. Выключение, авто, скорость, подогрев задних стекол, подогрев стекла и включение-выключение кондиционера. Под физическими кнопками имеется такая ниша под телефон. В базе здесь ничего нету особенного. В максималке здесь есть беспроводная зарядка. Также телефон вы можете положить на нижнюю полочку. Беспроводной зарядки как в базе, так и в максималке здесь нету. Но есть розетка 12-вольтная и есть 2 USB разъема. На центральном тоннеле у нас есть вот такая вот шайба переключения скоростей. РНД и парковка.
аварийка, запуск, выключение автомобиля, парковка и автохолд. Ну и есть вот такой подлокотник с небольшой полочкой. В подстаканнике есть выдвижные упоры. Это же мой фетиш. Все, я люблю эту машину. А разве только выдвижные упоры твой фетиш, Леш? Ты хочешь сказать про подощечник? Ну так это Конечно. же бюджет. Это же удел бюджетных автомобилей. Поэтому это не мой фетиш. И раз ты уже заговорил о люстре, давай посмотрим, что здесь. Здесь у нас есть физические кнопки включения света. Ну и это стандарт, да, весь. Здесь оставленное место для топовой комплектации, в которой есть люк. Не люк, вру, панорамная крыша. Как в базе, так и в максималке зеркала идут без подсветки. Так что, девочки, наверное, вы не купите этот автомобиль. А мальчики купят. В общем и в целом дизайн этой машины оправдывает название геометрия. Выполнен в таком геометрическом стиле, вот эти треугольники, ромбики, квадратики и все прочее, да. Вот даже здесь вот у нас шестиграннички, соты такие, да. Все в таком красивом современном стиле. Поговорим об отличиях базовой и топовой версии. Мне нравится вот эта вставка, матерчатая вставка. Но, к сожалению, эта матерчатая вставка есть только в базовой комплектации. В максималке это некрасивый марки пластик. Что касается материала сидений, в базе это тканевая обивка сидений, в средней и максимальной комплектации кожзам. В максимальной комплектации, в отличие от средней комплектации, искусственная кожа в сиденьях идет с перфорацией. Электродоводчики сидений есть только в максималке. В базе и в средней это механические насосы, ручки и откидные рукоятки. Хоп. Ручками придется поработать. Регулировка руля есть как по вылету, так и по высоте. Если ваше заднее место любит тепло, то вам нужно взять только максимальную версию, потому что в минималке нету подогрева сидений, а в максималке она есть. В базе нету датчиков контроля слепой зоны, в максималке есть. В базе отсутствует автопилот, а в максималке он есть. В базе отсутствуют сенсорные кнопки для быстрого доступа к важным функциям, при помощи которых вы можете активировать различные системы, такие как 360 градусов, спуск с горы, система антизаноса и автоматическая парковка. В базе колонки собственной разработки компании Geometria, а в максималке это Boss. И здесь их всего 4, а в максималке целых 9. В базе отсутствует панорамная крыша. В максималке у нас есть панорамная крыша, и она не маленькая. В базе нету функции бесконтактного доступа к автомобилю. То есть вам придется искать ключ для того, чтобы разблокировать его. И после этого зайти в салон. А в максималке есть бесконтактный доступ в салон. Другое дело. Что, Леш, я смотрю, удобно устроился? Вполне. А сам за собой сядешь? Это вопрос. Проверим. Переднее сиденье настроено под меня, под мои длиннющие ноги.
И смотрите, тут еще, блин, кулак даже влезает. Ну, вполне хорошо. И есть подголовники. О, вообще кайф. Поехали. Чуть попроще сядешь. Попроще, типа вот так вот, что ли? Нет, я имею в виду подразвалиться там. Так я так развалился, вот. Прям вот так. Это я развалился? Куда еще проще? Все Кайф. видно. Нормально. Места хватает. Зачет. Тынь. На заднем ряду в базовой комплектации нету подлокотника, поэтому придется облокачиваться на соседа. А в максималке есть. Сзади у нас есть дефлектор. Регулировки кондиционера нету. Просто обычный дефлектор. Снизу полочка под телефон и один USB разъем. Все. Подстаканников, ничего прочего здесь нету. Всей этой ненужной, бесполезной роскоши. Кстати, Леша, я подметил, у тебя хорошо ноги зашли под переднее сиденье. Да. Вот что значит, когда машина спроектирована изначально, как электроавтомобиль. А между прочим, в автомобиле Weltsmeister ноги залезают очень плохо. Если вы не знаете, что это за машина, то вот тут, возможно, есть ссылочка на обзор этого автомобиля. Про карманы говорить ничего не будем. Стандартная подушки безопасности. В базе всего лишь 2 подушки безопасности. В руле и у правого пассажира. В максималке их 8. Вот здесь есть такие заглушки, расположены по периметру. В этих местах в максималке есть подушки безопасности. 8 штук. Дизайнеры данного автомобиля наверняка подумали об иностранцах, у которых длинные ноги. Не такие, как у меня, чуть покороче, но все равно длинные. Потому что посмотрите, какой диван. Он длинный, он комфортный, он удобный. Мультимедийный руль. Слева меню управления автопилотом, либо, если мы говорим про базовую версию, здесь у нас только круиз-контроль. Голосовой помощник, вызов и отклонение. С правой стороны управление мультимедией. Лепестки. С левой стороны управление освещением, поворотник. С правой стороны дворники и омывайка. Приборная панель водителя практически не настраиваемая. То есть вы будете довольствоваться только тем, что выбрал производитель для вас. А именно, с левой стороны это информация о батарейке, скорость, спидометр. И с правой стороны навигационное предупреждение. Но есть возможность вместо навигационных предупреждений поставить датчик давления в шинах. И это круто. Самые внимательные из вас, конечно же, обратили внимание, что есть вот такая вот ниша. И, наверное, вы думаете, что в базовой комплектации есть проекционный экран. А нет, он есть только в максималке. А в базе это всего лишь фикция. Автодоводчики всех 4 стекол. И задние стекла опускаются до конца. Плюс галочка. Бардачок во всех версиях открывается вот таким интересным способом, кнопкой. Автомобили доступны в 4 цветах. Белый, красный, синий и серый. Но также доступен черный верх к любому из этих цветов. Ручки, как у меня в вишне открывается. Если ты один раз дергаешь, открывается дверь, а второй раз уже она, ну в смысле разблокируется дверь, а второй раз ты уже открываешь. Мне кажется, они сейчас везде это сделали. У меня в Ливане то же самое. Да? Да. Руль маленький, но он такой, знаешь, мне кажется, такой намек. А я могу быстро ездить, типа я не вальяжная. Я типа вот так умею делать. Прям по трассе хорошо будет, знаешь, вот если тебе нужно. А если асфальт мокрый? Лепестки удобные, кстати. Но они далековато находятся, на мой взгляд. Ну, по Вот крайней мере. чуть-чуть. Чуть Далековато. поближе хочешь? Ага, прям вот хочется. Слушай, прям автопилот активируется очень классно, очень быстро. Полоса четкая. Сейчас посмотрим, что произойдет. Что произойдет? И в стенку. Мне прям нравится, он мне говорит, куда едешь, 40 км в час ограничение скорости. Прям вот, прям по глазам бьет, супер. В Китае с этими штрафами это прям очень архиважно. Да. А вот сейчас было 30, он мне показал, представляешь? Он считывает знаки, Лех. В карте нету, он считал знак, мы проехали знак, и он мне выдал пип, сигнал, и он мне выдал 30.
Так, ребят, сейчас мы находимся в максимальной комплектации. В этом автомобиле 1 электромотор. Вообще во всех комплектациях 1 электромотор. Во всех режимах, кроме Эко Плюс, машина уходит с пробуксовкой. Хорошо это или плохо, это, конечно, спорный вопрос, потому что, мне кажется, резина стирается моментально при таком движении. Если для любителей быстрой езды, да? Любишь кататься, люби и саночки возить? Люби и колес покупать. Ребят, Антохе машина запала, походу. Сидит, копается там. Ну что, Антон, понравилась тебе машина? Да. Подловили мы тебя, подловили. Сидишь, кайфуешь тут. Ну рассказывай давай. Вообще машина в целом мне очень понравилась своим внешним видом, когда я впервые увидел, когда я ехал на Вишне на своей, на старенькой, на красненькой, я заприметил геометрию Си. Тогда мне этот автомобиль показался гораздо больше, чем он есть на самом деле, но внутри очень в машине просторно. Машина реально класса B+, и дизайн все же внешний, внутренний, он очень радует глаз. Для меня, наверное, является самым большим минусом этого автомобиля, если мы ищем минусы, это объем багажника. Он какой-то неполноценный. Откровенно говоря, дань скошенным крышам дизайнерским бьет, вы знаете, по комфорту. По комфорту, по объему багажника. Но если вернуться к нашему главному вопросу, Антоха взял бы или нет, наверное, больше бы взял бы, чем нет. Потому что дурной двигатель 150 киловатт, что примерно где-то 200 лошадок, крутящий момент в 310. Машина очень бодрая. Дизайн дерзкий, что снаружи, что внутри. Даже элементы ручек, на мой взгляд, сделаны очень интересно. Посмотрите, она как будто бы всегда приоткрытая, но в то же время закрытая. Интересно? Да. Материалы, качество, мягкие, есть за что пожамкать. Машина класс. Заявленный расход у этой машины, я считаю, очень достойный. Опять же, посмотрите дизайн. Угловатые формы, бомбические фары, на мой взгляд. Она реально в движении выглядит очень здорово. В потоке она выделяется. Ну и самое сладкое в этой машине, это, конечно, ее топовая комплектация. Так как работает автопилот, так как есть там такие фишечки, как считывание знаков во время поездки где-то по незнакомым дорогам. Вы, казалось бы, смотрите навигационную карту, где вам указывается 60 км в час ограничение скорости. Но раз кто-нибудь поставил 30, а вы этого не заметили, но машинка это заметит. Здесь стоит система тормозная, рекуперационная от компании Bosch. Все же в Китае, продавая данные автомобили марки Geely, первое, что вам скажет менеджер по продажам, то, что машина разработана с компанией Volvo. И они кричат об этом на каждом углу. Они называют ее Geely, они называют ее Volvo под брендом Geely. Так и продают машины в Китае. Ну и теперь, ребят, конечно же, на завершение цена. Есть куча комплектаций. Ценник у нас от 129 800 юаней до максималка 182 800 юаней. Эти модели проезжают 400 км на одном заряде. Эти модели проезжают 550 км на одном заряде батареи. Многие из вас в комментариях просили не забывать озвучивать гарантию на автомобиле. На данный автомобиль гарантия 8 лет или 150 тысяч километров пробега. Это касается двигателя и электронных компонентов. На батарейку здесь пожизненная гарантия. Что обозначает пожизненная гарантия? Если емкость батарейки падает на 30%, в сервисном центре вам либо ремонтируют ее, либо меняют на новую на протяжении всей жизни. Но действует такая гарантия на первого покупателя. Продали машину, потеряли пожизненную гарантию. Вот такая небольшая хитрость.